Всем доброго времени суток! Вы на канале Knit Solo, это канал вязания. Меня зовут Валентина. Сегодня вместе с вами я буду вязать мини-треугольный платок, или я его называю еще бактус, так как планирую носить как бактус. Мы с вами нарисуем подробную схему данного платка, рассмотрим сложные участки полотна, а также практически попетельно свяжем его. Для вязания своего платка я буду использовать два цвета пряжи. Вот такой молочный, вот такой коричневый. Это пряжа от Alize. Называется она Alpaca Royal. Здесь в составе 55% акрила, 30% альпаки, 15% шерсти. Спицы я буду использовать номер 4. Для вязания своего платка вы можете использовать любую другую пряжу. Единственное, что я хотела бы вам порекомендовать, если вы вяжете платок впервые, возьмите, пожалуйста, ту пряжу, которую легко можно будет распустить и которая не потеряет внешний вид при распуске. Если случится ошибка, вы с легкостью сможете таким образом ее исправить. Итак, мы с вами сейчас рассмотрим несколько рисунков, которые помогут нам разобраться, где начинается вязание, где делать прибавки для того, чтобы сформировалась вот такая треугольная область нашего платка. Рисунок, как вы видите, схематически. Здесь масштабирование абсолютно не соблюдается. Это просто для понимания. Итак, если мы будем вязать платок небольших размеров, к примеру, бактус, то вот этот угол и вот этот угол, это именно те углы, которые в бактусе можно завязать. То есть они самые узкие. А вот этот угол, он центральный, самый широкий. Начинать вязание мы будем здесь, вот в этом месте, посередине. И прибавки у нас будут идти по трем линиям. Вот по этой линии, по этой линии и по этой линии. По этой линии с одной стороны, по этой линии с одной стороны, а по этой линии с обеих сторон. Прибавки будут делаться в каждом втором ряду. В нашем случае, в случае нашего платка, это каждый лицевой ряд. В каждом лицевом ряду будет 4 прибавки. Раз, два, три, 4. Раз, два, три, 4. Раз, два, три, 4. И так далее. Изнаночные ряды мы будем вязать без прибавок. Вот по этой линии будет вывязываться ленточка платочной вязкой. Второй рисунок практически такой же, только здесь я обозначила лицевые ряды. Вот, допустим, первый ряд начинается, он вяжется к середине, вот здесь он заканчивается. Затем второй ряд вот здесь, это изнаночный ряд, да, вяжется в эту сторону к середине и заканчивается вот здесь. Третий ряд здесь начинается, вяжется к середине и вот здесь заканчивается. Четвертый ряд изнаночный здесь начинается, вяжется к середине, вот здесь заканчивается. И в лицевых рядах, как вы видите, стоят точки, это прибавки. В каждом лицевом ряду будет 4 прибавки. Раз, два, три, 4. Седьмой ряд. Раз, два, три, 4 и так далее. Следующий рисунок — это схема начала вязания нашего платка. На схеме указаны вертикальными черточками это лицевые петли, и вот такими полукругами указаны накиды. Здесь указаны только лицевые ряды, то есть вы видите 1, 3, 5, 7 и так далее будет идти, это только лицевые ряды. Изнаночные ряды здесь не указаны. Если мы сопоставим первый рисунок, который я вам показывала, вот этот, со схемой, то начало вязания на первом рисунке я показывала находится вот здесь. Мы эту точку начала вязания на схему переносим вот сюда. Вот здесь будет находиться самая первая наша петля. А по низу схемы находится самая широкая часть платка. Вот эта часть. Эта линия платка будет провязана платочным узором, самая широкая линия. Она состоит из 5 петель. Вот этот участок, это платочный узор. Здесь на схеме я еще карандашом обозначила небольшую область. Здесь из лицевых рядов она состоит, двух лицевых рядов. На самом деле в этой области находится 4 ряда, то есть лицевой, изнаночный, лицевой, изнаночный. Мы свяжем с вами вот этот участок, эту прямоугольную область, и затем уже после этих 4 рядов, начиная с 5-го ряда, будем формировать
угол нашего платка. Как это делается, я тоже все покажу. Значит, первый ряд у меня здесь обозначен вот после этого прямоугольника. И для удобства будем пользоваться либо же вот такой треугольной линейкой, для того, чтобы не запутаться. Я буду прикладывать на схему ее вот таким образом. Вот так. Или же можно взять, допустим, картон, кусок картона вот так. Будем прикладывать к схеме для того, чтобы просто не запутаться. И здесь у нас будет начинаться ряд, вот здесь он начинается 5 лицевых петель, накида, лицевая петля, накиды, далее 5 лицевых петель, заканчивается первый ряд, потом вяжем в обратную сторону изнаночный ряд, это будет второй ряд, и первые 5 петель провязываем лицевыми петлями, затем вяжем по рисунку изнаночный ряд, то есть здесь будет 3 петли изнаночные, и затем заканчиваем второй ряд лицевыми петлями для того, чтобы здесь сформировалось платочное вязание. Затем переходим к третьему ряду, подвигаем нашу линейку, наш треугольник вот таким образом, чтобы не запутаться, и вяжем третий ряд в эту сторону. Сначала 5 лицевых петель, затем делаем накид, затем вяжем лицевую петлю, так как мы в предыдущем ряду делали накиды и соответственно количество петель увеличивается, поэтому здесь у нас уже есть место для вывязывания дополнительной петли. Вяжем лицевую петлю, накид, здесь лицевая петля по схеме, накид, лицевая петля, накид. И здесь лицевые петли. В обратную сторону вяжем четвертый ряд, это будет изнаночный ряд. Первые 5 петель лицевые для того, чтобы сформировать платочную вязку. Затем по рисунку, то есть здесь у нас будет 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 изнаночных петель в изнаночном ряду. И заканчивается четвертый ряд лицевыми петлями, 5 лицевых петель. Затем подвигаем нашу треугольную линейку выше, вот так, и вяжем пятый ряд. Точно таким же образом смотрим схему. Первые 5 петель лицевые, затем делаем накид, 3 лицевые, 1 накид, 1 лицевая, накид, 3 лицевые, накид и 5 лицевых. В обратную сторону вяжем изнаночный ряд, начинаем с 5 лицевых петель, затем по рисунку и заканчиваем 5 лицевыми петлями. И дальше подвигаем линейку, вяжем 7 ряд. И таким образом будем смотреть на схему, ориентироваться по схеме вот именно таким образом. Дальше мы с вами приступим к вязанию, и эта схема станет еще более понятной. Для начала вязания я буду использовать еще крючок, не имеет абсолютно никакого значения, как он выглядит и какой номер. Он потребуется нам только в начале для того, чтобы набрать цепочку из воздушных петель. Затем мне нужно будет еще иметь маркеры. У меня они самые обычные, выглядят вот таким образом. Если маркеров у вас нет, вы можете их чем-либо заменить, допустим, булавками, или же сформировать петельки из пряжи. И также мне еще нужно будет вспомогательная нить. Ее называют еще бросовой нитью. Она должна быть не пушистой, для того, чтобы ее можно было впоследствии легко удалить. Итак, я начинаю работу крючком. Сейчас я при помощи бросовой нити сформирую цепочку из 6 воздушных петель. Раз, два, 3, 4, 5, 6. Последнюю петлю я вытягиваю чуть-чуть побольше, чтобы цепочка не распустилась. Я набрала цепочку из воздушных петель. Я вижу вот с этой стороны косичку, но мне эта сторона не нужна. Я сейчас эту цепочку разверну вниз, вот так, на обратную сторону. И с обратной стороны есть вот такие посередине бугорки. Вот раз, два, 3, 4, 5. И из этих бугорков я буду вытаскивать сейчас петли при помощи основной нити, которую я буду продолжать вязание. Я беру основную нить и вытаскиваю 5 петель из этих бугорков. Ввожу крючок под первый бугорок, захватываю нить, вытаскиваю первую петлю. Ввожу крючок под второй бугорок, вот он. Захватываю нить
и вытаскиваю вторую петлю. Ввожу крючок под третий бугорок, захватываю нить и вытаскиваю третью петлю. Таким же образом четвертую и пятую. Сейчас эти 5 петель я перемещу на спицу. Я переместила петли на спицу, и сейчас я буду продолжать вязание уже спицами. Мне нужно провязать еще 3 ряда лицевыми петлями. Я поворачиваю работу и продолжаю вязание. Обратите внимание, провязывать я буду также и первую, и последнюю петлю тоже лицевой петлей. Итак, я ввожу спицу первую петлю, захватываю рабочую нить, провязываю лицевую первую петлю в этом ряду. Затем вторая лицевая, третья, четвертая и пятая. Ряд провязан. Я поворачиваю опять работу на обратную сторону. И сейчас я буду вязать следующий ряд тоже лицевыми петлями. Обратите внимание, и первую и последнюю петлю я постоянно в вязании этого платка буду провязывать лицевыми петлями. Итак, вяжу следующий ряд лицевыми петлями. Раз, два, три, 4, 5. Поворачиваю работу на обратную сторону и вяжу следующий ряд. Раз, два, три, 4, 5. Я провязала третий ряд после наборного, и сейчас я поворачиваю работу, буду вязать уже первый ряд по схеме. Я расположила треугольную линейку таким образом, чтобы не запутаться. Вот идет первый ряд до накида, затем после накида лицевая петля, и затем вниз смотрим по схеме, опять накид и лицевые петли до конца. Поворачиваю работу на обратную сторону. Я повернула работу и вяжу первый ряд по схеме. Значит, я сейчас должна провязать по схеме 5 лицевых петель. Раз, два, три, 4, 5. Я провязала 5 петель, и по схеме сейчас я должна сделать накид. Делаю накид вот таким образом. Затем после накида по схеме я вижу лицевую петлю, и лицевую петлю я буду формировать из вот этой петли. Вот я поближе покажу полотно. Со стороны этого полотна узелковый край, и вот из этого узелкового края, сейчас из этой бороздки, вот которая была провязана немного раньше, а вот есть одна петля такая, ее видно, вот она. Я ввожу спицу в эту петлю и провязываю из этой петли лицевую петлю. После этой лицевой петли делаю по схеме накид, и затем я должна провязать по схеме еще 5 лицевых петель. Эти 5 лицевых петель я буду провязывать из вот этих петель, которые находятся ниже. Сейчас я распущу цепочку, которую набирала на временную нить, и из этих петель открытых я провяжу 5 лицевых петель. Теперь смотрите, как я буду распускать. Я сначала, для того чтобы петли не потерялись, подхвачу их на спицу, вот которые в цепочке, прям в цепочке их видно, эти петельки. Я их сейчас перемещу на спицу. Вот вторая, вот третья, вот четвертая и вот самая последняя, пятая. Значит, с этой стороны я ввожу в первую петлю спицу, затем во вторую петлю, третью петлю, вот четвертая петля и самая последняя, вот она.
И сейчас я могу вот эту временную нить уже удалить. Удаляю ее вот таким образом. И смотрите, что у нас получается. Здесь я провязала 5 лицевых петель, сделала накид, лицевую петлю, еще один накид. И сейчас я должна провязать вот эти 5 лицевых петель. Сейчас я вам покажу, где это на схеме находится. Вот 5 лицевых петель, вот накид, вот лицевая петля. И дальше смотрим вниз. Вот накид и 5 лицевых петель. Для удобства я сейчас вот эти провязанные петли опущу на леску и провяжу 5 оставшихся петель лицевыми петлями. Раз, два, три, 4, 5. Первый ряд провязан. Я поворачиваю работу на изнаночную сторону. С изнаночной стороны будет идти второй ряд по счету. Значит, я должна провязать вот эти 5 петель и все петли, которые находятся на леске. То есть это считается полностью весь второй ряд. 5 петель плюс 8 петель, включая накиды, которые находятся на леске. Первая петля лицевая, вторая петля лицевая, третья петля лицевая, четвертая лицевая, пятая лицевая. Сейчас я возвращаю на спицу те петли, которые на леске, и дальше у меня идет накид. Вот он. 3 петли, включая 2 накида, я провяжу изнаночными петлями. То есть с изнаночной стороны мы вяжем полотно изнаночными петлями, за исключением первых 5 петель и последних 5 петель, которые формируют платочную вязку. Итак, 5 петель платочной вязки я провязала лицевыми. И сейчас следующие 3 петли, которые находятся посередине, включая накиды, вот первый накид идет, я провязываю изнаночными петлями. Я провязываю их обычно, не скрещенно, и таким образом у меня будет формироваться дырочка возле центральной линии платка. Если вы пожелаете связать платок таким образом, чтобы этих дырочек не было, то вам нужно провязывать накиды скрещенно. Я буду захватывать спицей эту петлю вот за вторую стенку, которая находится за спицей у меня, и провязывать обычно вот так изнаночную петлю. А если же вы хотите, чтобы у вас не было дырочек, то нужно вводить спицу вот сюда, вот так, перед спицей. И тогда будет петля скрещенная изнаночная. Но так как я хочу, чтобы образовались дырочки возле центральной линии нашего платка, то я буду провязывать эту петлю не скрещенной. Итак, я провязываю первый накид изнаночной петлей, затем вторую петлю провязываю изнаночной петлей, и третью петлю, это накид, я провязываю тоже изнаночной петлей. 3 петли провязаны изнаночными петлями, и затем идет 5 петель платочной вязки. Я вяжу лицевыми петлями. Раз, два, три, 4, 5. Второй ряд провязан. Я поворачиваю работу на лицевую сторону. Я повернула работу на лицевую сторону, и сейчас я буду вязать третий ряд. Посмотрите, пожалуйста, как я переместила треугольник. Вот этот угол у меня должен смотреть на лицевую петлю. Он должен быть расположен между накидами. Вот так будет правильно. Итак, я сейчас буду вязать третий ряд. В третьем ряду первые 5 петель лицевые. Далее я делаю накид, 1 петля лицевая, накид, лицевая, накид, лицевая, накид, 5 петель лицевых. Вяжу третий ряд. Раз, два, три, 4, 5. После 5 петель лицевых я делаю накид,
После накида я одну петлю провязываю лицевой. После этой петли я делаю опять накид. После накида провязываю центральную петлю лицевой. После центральной петли я делаю накид. После накида я еще одну петлю провязываю лицевой. И после этой лицевой петли я делаю накид. Затем провязываю дальше 5 петель лицевыми для формирования платочной вязки. Третий ряд провязан. И сейчас я поворачиваю работу на изнаночную сторону, буду вязать четвертый ряд по счету. В четвертом ряду первые 5 петель я вяжу лицевыми. 1, 2, 3, 4, 5. Дальше все остальные петли, за исключением последних 5 петель, которые формируют платочную вязку, я провязываю изнаночными, в том числе и накиды. Значит, вяжем все петли изнаночными. Я провязала все петли изнаночными петлями. Осталось 5 петель, которые формируют платочную вязку. И эти 5 петель я вяжу лицевыми. Четвертый ряд по счету провязан. Я поворачиваю работу на лицевую сторону. С лицевой стороны сейчас я буду вязать пятый ряд. В пятом ряду первые 5 петель лицевых. После этих 5 петель идет накид, затем 3 петли лицевые, 1 накид, 1 петля лицевая. После лицевой петли смотрим вниз, накид, 3 петли лицевые, накид и 5 петель лицевых. В этом пятом ряду я по ходу вязания буду располагать маркеры на полотне. Итак, по схеме сейчас я вяжу 5 петель лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. Вешаю маркер. По схеме дальше у меня идет накид. Следующие 3 петли провязываю лицевыми. 1, 2, 3. Дальше по схеме идет накид. Дальше провязываю центральную петлю лицевой. После центральной петли накид. И здесь центральную петлю я обозначу маркером следующим образом. Я просто чуть-чуть ниже, для того чтобы по ходу вязания не перебрасывать этот маркер, я обозначу на этой линии, вот центральная петля у нас будет идти. Я обозначу чуть-чуть ниже, вот допустим вот эту петлю я обозначу маркером, для того чтобы понимать, что это центральная линия, и здесь центральные петли. И затем, когда я буду провязывать какое-то количество полотна, я этот маркер просто буду перемещать чуть-чуть выше. Итак, я сделала накид после центральной петли. Центральная петля на схеме у нас находится вот здесь, вот она, между накидами. Я провязала вот эту петлю. И сейчас смотрим вниз по схеме. Я вяжу дальше. Значит, я сделала после центральной петли накид и буду вязать дальше 3 петли лицевые. 1, 2, 3. После 3 петель лицевых идет накид. После этого накида я вешаю маркер и провязываю оставшиеся 5 петель лицевыми. 1, 2, 3, 4, 5. Итак, пятый ряд, это был лицевой ряд, провязан. Я поворачиваю работу на изнаночную сторону.
С изнаночной стороны я сейчас вяжу 6 ряд, и сейчас я первые 5 петель провяжу лицевыми. Далее те петли, которые расположены между маркерами, включая накиды, я провяжу изнаночными. И после второго маркера 5 оставшихся петель я провяжу лицевыми. Первые 5 петель провязываю лицевыми петлями. Раз, два, три, 4, 5. Перебрасываю маркер. Затем вяжу между маркерами все петли, включая накиды, изнаночными. Перебрасываю маркер. И оставшиеся 5 петель провязываю лицевыми. Шестой ряд с изнаночной стороны провязан до конца. Я поворачиваю работу на лицевую сторону. С лицевой стороны я сейчас буду вязать 7 ряд. В 7 ряду первые 5 петель лицевые, затем идет накид. После накида 5 петель лицевых, затем накид, 1 петля лицевая и смотрим вниз, накид, 5 петель лицевых, накид, 5 петель лицевых. Вяжем по схеме 7 ряд. 5 петель лицевых, 1, 2, 3, 4, 5. Перебрасываю маркер, делаю накид, вяжу 5 петель лицевыми, 1, 2, 3, 4, 5. Теперь смотрите, вот здесь маркер на центральной линии, на центральных петлях. И перед вот этой петлей центральной я делаю накид, провязываю центральную петлю, затем опять накид и вяжу дальше 5 петель лицевыми. 1, 2, 3, 4, 5. Провязала 5 петель лицевыми. Перед маркером делаю накид, перебрасываю маркер. И затем оставшиеся 5 петель провязываю лицевыми. Седьмой ряд с лицевой стороны провязан до конца. Я поворачиваю работу на изнаночную сторону. С изнаночной стороны я сейчас буду вязать 8 ряд. И в 8 ряду, как обычно, все остальные изнаночные ряды я провяжу следующим образом. Первые 5 петель лицевые, затем между маркерами петли, которые расположены, включая накиды, я провяжу изнаночными, и затем оставшиеся 5 петель после второго маркера я провяжу лицевыми. Итак, вяжу 8 ряд. Первые 5 петель лицевыми. 1, 2, 3, 4, 5. Перебрасываю маркер. Петли, которые расположены между маркерами, включая накиды, я провязываю изнаночными. Петли между маркерами я провязала изнаночными петлями, перебрасываю маркер и оставшиеся петель провязываю лицевыми для того, чтобы сформировать платочную вязку. 8 ряд провязан до конца. Я поворачиваю работу на лицевую сторону. Я повернула работу на лицевую сторону. Вот что сейчас у нас получается. И сейчас по схеме я буду вязать 9 ряд. В 9 ряду первые 5 петель идут лицевыми, затем после этих 5 петель всегда делаю накид. После накида провязываю до центральной петли все петли лицевыми. То есть в 9 ряду это уже 7 петель.
перед центральной петлей делаю накид, провязываю центральную петлю лицевой, после центральной петли опять делаю накид и вяжу до платочной вязки все петли лицевыми. Провязала 7 петель лицевыми, сделала перед платочной вязкой накид и последние 5 петель для формирования платочной вязки вяжу лицевыми. Итак, вяжу 9 ряд. Первые 5 петель лицевые, затем перебрасываю сразу маркер и накид я делаю после маркера. Следующие 7 петель до центральной петли я вяжу лицевыми. Семь петель лицевыми я провязала, делаю накид и сейчас провязываю центральную петлю. Она у нас обозначена вот на этой линии маркером, его можно переместить чуть выше. Значит, я сделала накид и провязываю центральную петлю лицевой. Еще раз покажу на схеме, где она находится. Вот эта линия по диагонали, вот эти лицевые петли между накидами, это и есть вот эта центральная линия на нашем полотне между накидами. И я провязала центральную сейчас петлю, после которой я делаю накид по схеме и вяжу до маркера зеленого 7 петель лицевыми. Провязала 7 петель лицевыми, делаю накид перед маркером последним, перебрасываю маркер и оставшиеся петель провязываю лицевыми для формирования платочной вязки. Девятый ряд провязан до конца. Я поворачиваю работу на изнаночную сторону. Я повернула работу на изнаночную сторону и сейчас свяжу 10 по счету ряд. Первые 5 петель для формирования платочной вязки до маркера я вяжу лицевыми, перебрасываю маркер и после маркера все петли, которые расположены до второго зеленого маркера, я провязываю изнаночными, в том числе накиды. Все петли между маркерами я провязала изнаночными. Сейчас я перебрасываю маркер и вяжу оставшиеся петель лицевыми для того, чтобы сформировать платочную вязку. 10 ряд провязан до конца. Я поворачиваю работу на лицевую сторону. Я повернула работу на лицевую сторону и сейчас я буду вязать 11 ряд. В 11 ряду по схеме первые 5 петель лицевые, затем после этих 5 петель я делаю накид. Следующие 9 петель уже до центральной петли я провязываю лицевыми. После этих лицевых петель я делаю накид перед центральной петлей, вот она. Центральную петлю провязываю лицевой, после центральной петли делаю тоже накид, затем 9 петель лицевыми, делаю накид и 5 петель лицевыми. Вяжу 11 ряд. 5 петель лицевых, перебрасываю маркер. После маркера первого делаю накид, затем 9 петель лицевыми до центральной петли. Вот у нас идет центральная линия, и это центральная петля. Перед центральной петлей я делаю накид, вяжу центральную петлю лицевой. После центральной петли я делаю накид и 9 петель до маркеров я провязываю лицевыми.
9 петель я провязала лицевыми, делаю перед последним маркером накид, перебрасываю маркер и оставшиеся 5 петель я провязываю лицевыми. Итак, я довязала до конца 11 ряд, и сейчас я передвинула это полотно на леску для того, чтобы вы могли посмотреть, что у нас получается. Вот такое полотно получается. Сейчас я поверну работу на изнаночную сторону и буду вязать 12 ряд, как и все предыдущие изнаночные ряды. То есть у меня идет по краю платочная вязка с этой стороны и с этой стороны. То есть эти 5 петель я постоянно до маркера с этой стороны и с этой стороны провязываю лицевыми. С изнаночной стороны между маркерами зелеными все петли, включая накиды, провязываются изнаночными. Когда поверну работу на лицевую сторону, это будет уже 13 ряд по счету, с лицевой стороны тоже крайние 5 петель до маркера с этой стороны и 5 петель с этой стороны у меня постоянно провязываются лицевыми. Затем после платочной вязки, то есть после маркера первого и перед последним, постоянно я делаю накид. Вот видите, мы делали накиды, и формируется вот так полотно. Затем после накида до центральной линии, вот здесь я могу сейчас переместить маркер чуть выше, чтобы не потерять центральную линию. Вот я переместила его. Значит, после накида я провязываю все петли лицевыми до центральной петли, делаю перед центральной петлей накид, вот линия накидов перед центральной петлей. Центральную петлю провязываю лицевой, после этой лицевой петли делаю накид и дальше до следующего маркера провязываю все оставшиеся петли лицевыми, перед маркером делаю накид и провязываю платочную вязку лицевыми петлями с лицевой стороны, включая последнюю петлю. Сейчас я за кадром провяжу несколько сантиметров самостоятельно. Принцип, я думаю, понятен, как формируется данное полотно. Если же у вас возникают сложности, то можно дорисовать эту схему по аналогии. Вот дальше здесь по диагонали платочную вязку, вниз платочную вязку, сразу потом накиды, вот сюда накиды, центральную линию. По бокам центральной линии тоже накиды, здесь лицевые петли обозначить себе и постоянно пользуюсь вот треугольной линейкой или же картонкой, должен быть угол 90 градусов. Передвигаем вот так по центральной линии вверх эту линейку и, чтобы не запутаться, если сложновато, вот таким образом будем вязать по схеме дальше наше полотно. Итак, я провяжу несколько сантиметров сейчас самостоятельно за кадром, пока не будет у меня начинаться узор, и дальше вернусь к вам для того, чтобы вместе с вами продолжить вязать узором наш платок. Я провязала 46 рядов лицевой гладью, это составило в сантиметрах от центра до края 16 сантиметров, соответственно с этой стороны тоже от центра до края 16 сантиметров. Дальше 47 ряд я буду вязать узором, несколько рядов я провяжу узором. Итак, приступаем к вязанию. Сейчас идет 47 ряд, и как обычно первые 5 петель я вяжу платочным вязанием, то есть первые 5 петель провязываются лицевыми петлями. Дальше для расширения полотна мы делаем накид после 5 петель, как и раньше мы это делали на протяжении всего полотна от центра. И после накида сразу начинаем узор. Вяжем 1 лицевая, 1 изнаночная до конца ряда. В данном случае до центра. Здесь мы тоже сделаем центральную петлю лицевой, и с левой и с правой стороны от этой петли мы сделаем накид. Итак, вяжем лицевая петля, изнаночная, чередуем лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. Вяжем до середины платка.
Я провязала до середины платка. Сейчас я сделаю накид перед центральной петлей. Далее провяжу центральную петлю лицевой. После центральной петли опять сделаю накид. И дальше эту половину платка тоже вяжу этим же узором. То есть чередую лицевая петля, изнаночная, лицевая, изнаночная. И таким образом вяжу до края платка, до платочного вязания. Я провязала эту половину платка до края. Сейчас я сделаю накид перед 5 петлями, которые я провязываю лицевыми. И вяжу дальше 5 петель оставшиеся лицевыми петлями. 47 ряд провязан до конца. Поворачиваю работу на изнаночную сторону. С изнаночной стороны сейчас я буду вязать 48 ряд. 5 первые петель я провязываю лицевыми. Дальше вижу накид, я его провязываю изнаночной петлей, как и все оставшиеся 3 накида в этом ряду. И далее вяжу по рисунку, то есть какую петлю я вижу в предыдущем ряду, такую я вяжу и в текущем. Я вижу, сейчас идет изнаночная петля, я ее провязываю изнаночной. Лицевая петля вижу идет, значит я ее провязываю лицевой. Далее изнаночная петля, изнаночная, лицевая петля, лицевой, изнаночная, изнаночная, лицевая, лицевой. И таким образом вяжу до середины платка. Полотно в 48 ряду до середины платка провязано. Я остановилась перед центральной петлей. Перед центральной петлей еще идет накид, который сейчас я провязываю изнаночной петлей. Далее центральную петлю я провязываю тоже изнаночной петлей с изнаночной стороны. И после центральной петли идет накид, я его тоже провязываю изнаночной петлей. И далее до края платка я вяжу по рисунку. Изнаночную петлю изнаночной, лицевую, лицевой, изнаночная, изнаночной петлей, лицевая, лицевой. Вяжу до края платка. Я провязала полотно до края платка, остановилась перед накидом. Накид я провязываю изнаночной петлей. Далее после накида идет 5 петель, которые я должна провязать лицевыми петлями. 48 ряд я провязала до конца, поворачиваю работу на лицевую сторону. Итак, я повернула работу на лицевую сторону, и сейчас я буду вязать 49 ряд. В 49 ряду первые 5 петель, как обычно, я провязываю лицевыми. Далее делаю накид и дальше вяжу рисунок. Рисунок у меня должен быть следующим. Там, где я вязала лицевую петлю, на этом месте в этом ряду я буду вязать изнаночную. Там, где я вязала изнаночную в предыдущих 2 рядах, я буду на этом месте вязать лицевую. Там, где была лицевая, вяжу изнаночную. Там, где была изнаночная, вяжу лицевую. Для того, чтобы соблюдался узор, вот здесь у меня идет лицевая петля, и здесь идет тоже лицевая петля. Я провяжу эти 2 петли следующим образом. Вот эта петля должна быть в этом ряду 49 у меня провязана изнаночная. Значит, вот эту петлю я сейчас провяжу лицевой. Я провязываю эту петлю лицевой. Следующая петля идет лицевая, я вяжу ее изнаночной. Следующая петля идет изнаночная, я ее вяжу лицевой. Следующая петля лицевая, вяжу изнаночной. Изнаночную лицевой, и таким образом я вяжу до середины платка. Я провязала до середины платка, остановилась перед центральной петлей. Сейчас я должна сделать накид и провязать центральную петлю лицевой петлей. После центральной петли опять делаю накид и дальше продолжаю вязать узор. Значит, сейчас я должна провязать лицевую петлю. Следующая петля идет лицевая, я провязываю ее изнаночной. Следующая изнаночная провязываю лицевой. И таким образом меняя местами, то есть там, где лицевая, вяжу изнаночную, там, где изнаночная, вяжу лицевую, я вяжу до края платка.
Я провязала 49 ряд до края платка. У меня осталось 5 петель, которые я должна провязать лицевыми. Перед этими 5 петлями я делаю накид и провязываю оставшиеся 5 петель лицевыми петлями. 49 ряд провязан до конца. Я поворачиваю работу на изнаночную сторону. С изнаночной стороны я сейчас буду вязать 50 ряд. Первые 5 петель я провязываю лицевыми. Дальше после этих 5 петель в изнаночном 50 ряду я вижу накид, я его провязываю изнаночной петлей. Точно так же я провяжу оставшиеся 3 накида в этом ряду. И дальше я в этом ряду буду вязать по рисунку петли. То есть какую петлю я вижу, такую и вяжу. Сейчас я вижу изнаночную петлю, значит я ее провяжу изнаночной петлей. Следующая петля у меня лицевая, поэтому я ее провяжу лицевой. Следующая петля изнаночная, поэтому я ее провяжу изнаночной. И таким образом я вяжу до середины платка по рисунку. Я провязала до середины платка. Перед центральной петлей сейчас я вижу накид, я его провязываю изнаночной петлей. Дальше вижу центральную петлю, я ее провязываю изнаночной петлей. И еще один накид после центральной петли провязываю изнаночной петлей. И дальше эту половину платка до конца вяжу по рисунку. То есть изнаночную петлю вяжу изнаночной петлей, лицевую петлю лицевой. Я провязала до края платка. Сейчас я остановилась перед накидом и провязываю его изнаночной петлей. И оставшиеся 5 петель я провязываю лицевыми петлями. Я провязала 50 ряд до конца. Сейчас я поворачиваю работу на лицевую сторону. Я повернула работу на лицевую сторону. Сейчас я буду вязать 51 ряд. В этом ряду первые 5 петель, как обычно, я провяжу лицевыми. Дальше, после этих 5 петель, я сделаю накид. И затем буду вязать следующие петли лицевую изнаночной петлей, изнаночную петлю лицевой. То есть там, где я вижу лицевую, я ее провяжу изнаночной. Там, где я вижу изнаночную, я провяжу лицевой. И таким образом я буду вязать до конца этого ряда. И не забываю также делать накиды перед центральной и после центральной петли и в конце платка. 52 ряд я провяжу по рисунку. И дальше 53 лицевой ряд я тоже буду менять местами. Там, где лицевая, изнаночную буду вязать, там, где изнаночная, лицевой. И таким образом я провяжу несколько рядов этим узором. То есть в лицевых рядах я меняю местами петли. Значит, там, где лицевая, вяжу изнаночную, там, где изнаночная, лицевую. А в изнаночных рядах я рисунок соблюдаю. То есть как я вижу петлю, так я ее и провязываю. За исключением крайних петель, крайних 5 петель в начале полотна, и в конце эти петли я провязываю лицевыми. Итак, я вяжу еще несколько рядов этим узором. Итак, я связала узором 16 рядов. Это с 47 по 62 ряд. Вот как на данном этапе выглядит полотно. Дальше на том месте, где вязался узор, я буду продолжать вязать несколько рядов лицевой гладью. При этом буду соблюдать центральную петлю. По бокам этой петли я буду делать накиды, а саму центральную петлю буду провязывать лицевой петлей. И таким же образом я буду вязать край платка, то есть здесь будет платочный узор. И после платочного узора для расширения полотна будут накиды. Я провязала 4 ряда лицевой гладью. Это с 63 по 66 ряд. Сейчас я довязываю 66 ряд. Мне в этом ряду осталось провязать последнюю петлю. Я ее оставила для того, чтобы провязать ее нитью не молочного цвета, не текущей пряжей,
а нитью другого цвета. Я вам покажу, каким образом. Сейчас я присоединю нить коричневого цвета и расскажу, что я буду делать дальше. Итак, я приготовила уже нить коричневого цвета, оставляю нить молочного цвета, затем впоследствии я ее спрячу с изнаночной стороны. Сейчас я беру другую нить и последнюю петлю в 66 ряду я провязываю, как и все остальные последние петли, я раньше провязывала лицевой петлей, но уже другой нитью коричневого цвета. Вот так я кладу пряжу, захватываю, как обычно, эту нить и провязываю эту петлю последнюю нитью коричневого цвета. Затем впоследствии я закреплю эти две нити. Я вам раньше показывала, как я закрепляю нити в полотне, и таким же образом я буду закреплять эти две ниточки. Поворачиваю работу на лицевую сторону. Я повернула работу на лицевую сторону. Сейчас я буду по счету вязать 67 ряд. Этот ряд я провяжу лицевой гладью, и прибавки буду делать точно таким же образом, как я делала это раньше. То есть в начале полотна после платочной вязки один накид, посередине, там где центральная петля, с обеих сторон этой центральной петли один накид и второй накид, и четвертый накид в конце полотна перед платочной вязкой. Вот здесь я провяжу коричневой нитью сейчас несколько рядов таким образом. Затем я поменяю коричневую нить опять на нить молочного цвета и провяжу лицевой гладью тоже с такими же прибавками нитью молочного цвета полотно несколько рядов. Затем поменяю опять нить на коричневую и провяжу узором, вот таким узором, уже коричневой нитью. Сейчас я провяжу эти несколько рядов коричневой нитью, затем провяжу несколько рядов молочной нитью. Итак, я провязала 4 ряда лицевой гладью коричневым цветом. Это с 67 по 70 ряд. И затем после этих 4 рядов я провязала 8 рядов лицевой гладью молочным цветом. Это с 71 по 78. Дальше я провяжу 2 ряда коричневым цветом, тоже лицевой гладью. Это должны быть один лицевой ряд и один изнаночный ряд, то есть 79 и 80. И затем после этих двух рядов я несколько рядов буду дальше вязать вот таким узором. При этом я не забываю делать прибавки по краю полотна с обеих сторон и также по центру полотна. Итак, я провязала 2 ряда лицевой гладью, 79 и 80 ряды, это коричневым цветом. Затем я провязала 4 ряда узором, тоже коричневым цветом, это с 81 по 84 ряд. При этом я делала прибавки с одной и со второй стороны полотна и также по центру. Сейчас я поменяю цвет пряжи с коричневого на молочный и продолжу вязание платка молочным цветом. При этом я буду чередовать полосы лицевой глади и узора. Под конец платка я добавлю еще одну полоску коричневого цвета, закончу вязание молочным цветом и закрою петли иглой. Как я закрываю петли иглой, я в одном из видео показывала, ссылку на это видео я обязательно оставлю. При этом продолжаю делать прибавки с одной и со второй стороны полотна, а также по центру платка. Итак, я закончила вязать свой мини-платок треугольный. После того, как я провязала 4 ряда узором рис коричневым цветом, я провязала 8 рядов лицевой гладью молочным цветом, это с 85 по 92 ряд. Затем я провязала 16 рядов узором рис, это с 93 по 108 ряд молочным цветом. Затем молочным, опять же таки, цветом я провязала 4 ряда лицевой гладью, это с 109 по 112 ряд.
Затем с 113 ряда по 116 ряд я провязала лицевой гладью коричневым цветом. И 2 ряда 117 и 118 лицевой гладью молочным цветом. Завершила вязать платок резинкой 1 на 1, это был один ряд. И в итоге потом я закрыла иглой полотно. Как я закрываю иглой такое полотно, я вам показывала в отдельном ролике, я вам оставлю на него ссылку. Вес платка получился 117 грамм. У меня ушло полностью все, что у меня было в наличии этого артикула, то есть полностью один моток молочного цвета и тот остаток коричневого цвета, который у меня был. Если у вас есть другое количество пряжи, побольше, то вы можете, соответственно, продолжить вязать этот платок, и он получится у вас побольше. По самой широкой линии сверху платок вот здесь получился длиной 107 сантиметров от угла 1 до угла 2. И по центру вот от этого угла до середины платка получился он длиной 48 сантиметров. После того, как я завершила вязание, я постирала свой платок и растянула на поверхности, где можно прикрепить было его безопасно булавками. Хорошо растянула, платок у меня высох, заблокировался таким образом. Полностью, абсолютно все полотно выровнялось. И вот так на данный момент мой платок выглядит. На сегодня у меня все. Я желаю вам всем всего хорошего.